Сегодня делаем шоколадный торт с шоколадно-сырным кремом. Все, что нам для этого понадобится, я напишу внизу под видео в описании, а форма у меня 18 сантиметров. Итак, начнем. В большую миску насыпаю сахар и добавляю туда все яйца. Еще добавляю щепотку соли и все взбиваем миксером. Теперь самое главное, очень хорошо взбить эту массу до плотного светлого состояния. Взбиваю я примерно 8 минут, но это зависит от мощности вашего миксера. Обратите внимание, какая масса нам нужна. Когда вы достаете венчики, след от них долго остается на поверхности, а не растекается по всей массе. Затем просеиваем все наши сухие ингредиенты, и это делать обязательно. Сухие ингредиенты к массе я добавляю в 2 приема. Добавила половинку, осторожно перемешала лопаткой движениями сверху вниз. Потом добавляем вторую часть, также тщательно перемешиваем, и это для того, чтобы не было комочков. Слишком долго тесто перемешивать тоже не надо, иначе оно потеряет свою воздушность. Такое воздушное и шоколадное тесто у меня получилось. Разогреваю духовку на 170 градусов. Беру форму, дно застилаю пергаментной бумагой, потом мажу маслом дно и бока. Отправляю выпекаться примерно на 30 минут. За это время дверцу духовки не открывайте. По истечении этого времени достаю бисквит из духовки. Готовность проверяю деревянной палочкой. Если она сухая, значит бисквит готов. Если нет, отправляйте еще на 5 минут в духовку. Когда бисквит немного остыл, достаю его из формы, переворачиваю и оставляю полностью остывать. После того, как бисквит остыл, заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник примерно на 2 часа, чтобы бисквит стабилизировался, и потом его будет легче разрезать. Теперь готовим крем. Темный шоколад импульсами растапливаю в микроволновке. Соединяем сахар, сыр и сливки, после чего взбиваем их миксером до стойких пиков. Этот крем легкий и быстрый в приготовлении, к тому же он очень вкусный. Этим же кремом я буду выравнивать сам торт. После того, как взбили сырно-сливочную массу, пару ложечек добавляем к немного остывшему шоколаду и тщательно перемешиваем. Это поможет нам вмешать шоколад в массу без комочков. Перемешали и отправляем к остальной массе, после чего перемешиваем массу миксером. Долго этого делать не надо. Все перемешали в однородную массу и выключаем миксер. После 2 часов в холодильнике я вынимаю бисквит. Режу я его на 3 ровные части, плюс отрезаю самый верх, потому что он получился очень неровный. Теперь начну собирать торт. На подложку выдавливаю немного крема. Это для того, чтобы потом наш торт не скользил. Крем наполняю в кулинарный пакет с насадкой, но это не обязательно. Крем вы можете наносить просто ложкой. Делайте так, как вам удобней. Слои бисквита чем-то отдельно поливать не надо. Он получается достаточно влажный. Обратите внимание, последний слой бисквита я выкладываю дном вверх. Тогда наш тортик получается более прямым. После того, как я нанесла крем на верхний слой, я его выпрямляю. Потом
Выжимаю крем на бока и также выпрямляю бока. После чего я отправляю торт на час в холодильник. Через час я его вынимаю и еще раз мажу бока и верх кремом. А затем он отправляется в холодильник минимум на 3 часа, чтобы крем хорошо пропитался. А за это время я приготовлю простой, но очень эффектный декор. Просто растапливаем любой шоколад, выливаем его на пергаментную бумагу и растягиваем вилками. Потом это все перетягиваем на скалку и отправляем в холодильник до полного застывания. Тортик провел в холодильнике нужное время, и теперь я его буду оформлять. Так как тортик у меня сегодня простой, оформление будет тоже простое. Растопила шоколад и делаю просто полосочки. В серединке они должны быть у меня чуть погуще. Шоколад вы можете выбирать любой, какой вам только нравится. А в серединке он должен быть погуще только для того, чтобы наш декор крепко держался. Выкладываем в серединку декор, немного прижимаем, а пергамент снимается очень легко. После чего я беру все тот же крем, немного наполняю его в серединку декора и украшаю печенькой. Еще добавлю пару шоколадных конфет и все готово. Такой сегодня получился мой шоколадный тортик. Как видите, все делается легко, просто и быстро. Попробуйте и вы, может быть и вам понравится. А кто сам не хочет делать, тому я отрежу кусочек. Пожалуйста, угощайтесь. Приятного аппетита!